Будапешт называют одним из самых красивых городов Центральной Европы. Сюда едут любители культуры и всего прекрасного, и шумные компании, которые рассматривают только интерьеры баров, и те, кто желает поправить свое здоровье благодаря целебным свойствам местных купалин. Многоликий Будапешт либо влюбит вас безоговорочно, либо полностью разочарует, но в любом случае этот город точно произведет на вас впечатление. Будапешт очень интересно устроен. Это 3 отдельных города, которые объединились только во второй половине 19 века, но все так же разделены Дунаем. Плоский восточный берег – это Пешт, яркий, оживленный, с множеством музеев, архитектурных памятников и, конечно же, зданием парламента. Холмистый западный берег – это Буда, излучающий спокойствие, с термальными ваннами османской эпохи и мощенными средневековыми улочками. На изучение каждого берега у нас будет 1 день, и начнем мы с Пешта. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и давайте начинать! У нас не было определенного места для завтрака, но каким-то образом мы случайно наткнулись на самую лучшую булочную Будапешта. Возможно, причина в том, что невероятный аромат разносился на несколько кварталов. Место очень классное. Отличный кофе, вкусный омлет, выпечка выше всех похвал. В 2 шагах находится их же сети кафе, которая специализируется на кашах. Осматривать город мы решили с его главной достопримечательности – парламента. Это самое узнаваемое и, безусловно, самое изящное здание в Будапеште. Настоящий символ города, да и Венгрии в целом. По дороге в парламент нам повстречался сам Рональд Рейган. Но не переживайте, мы преодолели эту мощную глыбу американского величия. И вот перед нами предстал блистательный памятник неоготической архитектуры. Здание абсолютно симметрично с любой из сторон, отлично смотрится как вблизи, так и с противоположного берега Дуная. Построили резиденцию венгерского парламента в 1904 году. Высота здания вместе с куполом составляет 96 метров, что делает его самым высоким в городе. И, скорее всего, вряд ли это изменится, потому что строить выше запрещено. Позади меня идет трамвай-двойка, и если на нем прокатиться, то можно сделать классную обзорную экскурсию города, потому что у него очень крутой маршрут. Запрыгиваем на ходу. И он очень красивый. И этот городской транспорт стал отдельной достопримечательностью Будапешта и прекрасной возможностью осмотреть набережную Дуная по цене трамвайного билетика. Внешне все трамвайчики оформлены под старину, выкрашены в желтый цвет и выглядят будто игрушечные. Обходя парламент с южной стороны, вы обязательно увидите конную статую бывшего премьер-министра Венгрии Дюлы Андраши, возведенную на постамент из белого мрамора, с 2 сторон которого установлены чугунные барельефы с эпизодами из истории Венгрии. Рассматривать их очень интересно. Прогуливаясь по набережной Дуная недалеко от парламента, вы наткнетесь на мемориал, от которого защемит сердце. Скорбный памятник, приоткрывающий еще одну часть истории страны. 60 бронзовых пар обуви, мужские, женские и даже детские, напоминают о том, как здесь во время Второй мировой войны расстреливали еврейские семьи. Несмотря на всю простоту, памятник производит очень сильное впечатление, стоит ком в горле, хочется плакать, но очень хорошо, что такие памятники есть и важно их посещать. Два берега Дуная соединяют несколько мостов, и самый первый был построен в 1849 году. На момент постройки мост Сечени считался настоящим произведением инженерного искусства. В то время он был одним из крупнейших мостов в мире. Центральный пролет составлял 202 метра. Он сыграл важнейшую роль в экономической и общественной жизни Венгрии, стал одним из стимулов объединения Буды, Пешта и Обуды в единый город. Во время взятия Будапешта мост был взорван отступающими немецкими войсками и нуждался в восстановлении, которое было завершено в 1949 году. Он был вновь открыт для движения ровно 100 лет спустя, после его первого открытия. Будапешт очень интересный город. В нем можно найти не только огромные популярные достопримечательности, но и крошечные арт-объекты, которые разбросаны по всему городу, как, например, эта милая собачка. Это работа скульптора Михайла Колодка. Его хобби – украшать город крошечными статуями. Он устанавливает их без согласования с городом, никогда заранее не рассказывает, какой будет следующая скульптура и где именно она будет расположена. К тому же он никак не объясняет смысл своих творений, многие из которых символизируют социальные проблемы. За это он получил прозвище «Венгерский Бэнкси».
И если вы хотите погрузиться в мир уличного искусства Будапешта еще глубже, к вашему вниманию граффити, или точнее муралы. На улицу Доб в еврейском квартале вы обязательно заметите красочную, почти кубическую фреску. На ней изображен человек на сюрреалистическом ярком фоне. Эта работа посвящена испанскому дипломату, который спас около 5000 венгерских евреев от Холокоста в 1944 году. Фреска в бывшем еврейском гетто была создана при поддержке испанского посольства в Венгрии в память о человеке, известному как Ангел Будапешта. А это изображение самой знаменитой головоломки, которую изобрел в 1974 году венгр и назвал ее в свою честь. По словам художника этого граффити, произведение отражает тот факт, что в жизни всегда есть решение, и не только одно, как и в кубике Рубика. А это граффити нарисовано специальной фотокаталитической краской, которая может очищать воздух. Площадь этой работы 500 квадратных метров. Как очиститель воздуха она заменяет 500 деревьев. Представлено в виде фотографий новостных вырезок, это произведение служит напоминанием о лучших спортивных достижениях Венгрии, а именно разгром Англии на футбольном поле со счетом 6-3 в 1954 году. Гуляя по городу, вы непременно встретите базилику святого Иштвана. Это самый большой храм в Будапеште. Строили его ни много ни мало почти 50 лет. Во время строительства сменилось 3 архитектора. Примыкающие к базилике улицы – одни из самых оживленных в городе, с множеством ресторанов и кафе. Именно тут толпится большинство туристов. Именно этот вид, растиражированный на множестве плакатов, встречает тебя уже в аэропорту. В Будапеште найти хороший кофе не проблема. Здесь огромное количество кофейн третьей волны. Но если вы хотите посетить что-то более историческое, более изысканное, такие настоящий гранд кофейни, то я могу вам порекомендовать 3 отличных места. Кафе «Жербо» – одно из самых больших и самых известных в Европе. Плод сотрудничества венгра Куглера и француза Жербо, 2 кондитеров, которые познакомились в Париже. Кафе уже было одним из лучших в мире в те годы, когда к нему присоединился Жербо. Но именно под управлением француза место получило свою славу и продолжает работать под фамилией своего французского основателя. Интерьер этого кафе – эталон роскоши. Для отделки стен и потолка кофейни использованы разные сорта мрамора, древесины ценных пород и бронзовые декоративные украшения. Пол зала покрывают парчевые ковры, а тяжелые бархатные портьеры обрамляют окна. В обстановке кафе использовались доставленные со всемирной выставки в Париже столики и другая мебель. Рекомендую посещать его без спешки, поскольку персонал тоже никуда не торопится. Кафе «Централь» – одно из старейших кафе в венском стиле. Впервые заведение открыло свои двери в 1887 году и сразу же прославилось своей богемной атмосферой. Вообще в 19 веке культура кафе в Будапеште, как и в остальной Европе, переживала расцвет. Их роскошные залы стали гостиными для тех, кто не мог или не хотел принимать посетителей дома, а для многих это были своего рода коворкинги. Художники, поэты, писатели создавали свои лучшие и худшие работы, сидя за маленькими кофейными столиками, и чаще всего именно здесь и можно было их найти. К сожалению, коммунисты с подозрением относились к местам, где толпилась интеллектуальная элита, и большинство кофеин, в том числе и это, были закрыты. В 2000 году, после долгих восстановительных работ, кафе открыли вновь. Полной точностью были восстановлены высокие потолки, старинная бетонная черепица, витиеватые цветочные мотивы на потолке, мраморные столы, латунные светильники и огромные люстры в стиле модерн. А теперь вашему вниманию представляю кафе «Нью-Йорк», сердце кофейной культуры Будапешта, или, как его еще именуют, самое красивое кафе в мире. Находится оно в здании, которое было построено по заказу страховой компании в 1894 году. На первом этаже расположили кафе с интерьером в духе итальянского ренессанса, позолотой, бархатом и шелком. Потолок украшен фресками середины 19 века и роскошными венецианскими люстрами. В Гранд-кафе до сих пор принята живая музыка. В частности, поэтому будьте готовы к существенной надбавке за сервис. В апогее пафосности и помпезности можно почувствовать себя максимально неловко в потертых джинсах и запыленных кроссовках. Но для справедливости стоит отметить, что публика здесь разная. Место очень туристическое, так что будьте готовы отстоять приличную очередь, чтобы сесть за столик.
А теперь отходим от роскоши и отправляемся на рынок. Но для справедливости скажу, он тоже необычный. Сейчас мы находимся на центральном рынке, шумном, ярком и очень красивом. Это архитектурная гордость и кладезь съедобных достояний Венгрии. На первом этаже продают гусиный паштет, колбасы в основном из свинины, овощи. Прошу прощения, звучит немного непрезентабельно. На первом этаже подают изысканный десерт фуагра, который отлично сочетается с не менее изысканным токайским вином, фруктами и луковым конфитюром. Также вы найдете большое изобилие колбас из кучерявых хрюшек и паприку. Их невероятный аромат не перебивает даже запах корицы, исходящий из свежеиспеченных трудельников. На втором этаже располагаются различные кафешки и лавочки, где можно купить сувениры. Внесу поправку. На сувениры представленная продукция мало похожа. Это набор очень странных и порой пугающих вещей. Будьте готовы к тому, что вы здесь встретите огромное количество голодных людей и невероятных размеров порций. Здесь такое ощущение, что одно блюдо рассчитано на несколько человек. Но на самом деле это порция на одного. Пойдемте покажу подробнее. Пожалуй, здесь можно найти все традиционные венгерские блюда и не очень венгерские. Размеры не просто большие, они огромные. Для наглядности посмотрите на это блюдо, которое больше моей ладони. Несмотря на разнообразие блюд, мы все же были сильно напуганы размерами порций и решили отправиться обедать в другое место. Место прикольное, достаточно бюджетное. 2 блюда и газировка обойдется вам 13 евро. Здесь я хочу немного затронуть тему валюты. Несмотря на то, что Венгрия входит в Евросоюз, они оставили свою валюту, венгерские форинты. И перед вами встает выбор, нужно ли менять деньги или нет. Я лично считаю, что нет, потому что во многих местах можно спокойно расплатиться карточкой, а даже где принимают только наличные, как здесь, вы можете заплатить в евро. Единственный момент, что по курсу, который кафе «Самун» вам предложила. Но когда ты меняешь деньги, все равно остается какая-то мелочь, и эта мелочь, вы ее нигде не потратите. Поэтому я предпочитаю все-таки этот вариант. Гуляя по городу, вы можете встретить такие красные почтовые ящики, которые так и манят, чтобы отправить кому-то письмо или открытку. Они появились в городе в конце 19 века и очень полюбились горожанам. А недавно хотели их поменять на более современные и новые, но все взбунтовались и сказали: оставьте нам, пожалуйста, наши красные почтовые ящики. И вот они теперь стоят и по-прежнему радуют всех. Вот в этом дворе прячется один из лучших винтажных магазинов Будапешта. Я не могу сказать, что являюсь фанатом винтажа. На мой взгляд, человек должен обладать отличным вкусом, чтобы умело комбинировать такие вещи. Но я очень люблю атмосферные места, а это как раз такое. Все вещи очень хорошо отсортированы. Впечатляющие кожаные куртки, гавайские рубашки, невероятный выбор футболок, джинс и неожиданно большой ассортимент винтажных кимоно. Зависнуть здесь можно надолго. Забыла упомянуть, также представлены некоторые локальные бренды. Следующая наша локация – это настоящее сокровище, которое, к моему удивлению, абсолютно не популярно среди туристов. Городская библиотека Эрвина Сабон расположена в красивом дворце, некогда принадлежавшему одному из знатных семейств Будапешта XIX века. И это крупнейшее в стране книгохранилище, фонд которого насчитывает более 2 миллионов книг, документов и других материалов. Все на венгерском. Эта библиотека очень сильно отличается от того, что я привыкла видеть в таких местах. Можно взять любую книгу или журнал с полки, посидеть, почитать, ничего регистрировать не нужно. Окружающий тебя интерьер – это что-то невероятное. Причем, чем выше ты поднимаешься, тем красивее помещение. Это 4-й этаж, и ради него мы сюда и пришли. Интерьеры не уступают многим музеям. Стены и потолки декорированы барельефом, позолоченным орнаментом и тонкой деревянной резьбой. Хрустальные люстры, массивные колонны, зеркала, старинная мебель и панорамные окна. Ну реально Эрмитаж в миниатюре. Но при этом никто не бежит к тебе, если вдруг ненароком близко подошел к стене или дотронулся до входной двери. Ты можешь выбрать любое место и засесть хоть на целый день. Я в шоке не только от красоты, которая меня окружает, но и от того, что здесь люди
просто сидят и работают. Они готовят свои курсовые, они пишут какие-то свои работы. И настолько круто, что это здание не законсервировано, а действительно им пользуются, вдохновляются. Это очень круто. А этот зал мне просто запал в душу. Это волшебство за пределами Хогвартса. Повторюсь, это не музей, это действующая библиотека, куда люди приходят поработать. Место я не просто рекомендую к посещению, я даже думаю, что в Будапешт стоит приехать для того, чтобы побывать в этом месте. Немного затрону тему венгерского языка. Вообще, город Будапешт – это туристический город, и, естественно, вас во многих местах поймут, если вы будете говорить на английском. Но когда ты приезжаешь в какую-то страну, в какой-то город, ты хочешь говорить хотя бы какие-то фразы «привет», «пока», «до свидания» на местном языке. Но тут возникает сложность, потому что венгерский язык очень сложный. Давайте рассмотрим несколько примеров. Jó napot! Nagyon szépen köszönöm, hogy feliratkoztál a YouTube csatornámra és kedveled ezt a videót. Из-за сложности произношения и из-за того, что я боюсь запустить какую-то ошибку и исковеркать слово таким образом, что это будет звучать как ругательство, я все-таки использую английский язык, и этого достаточно. А это красивое здание – музыкальная академия Ференца Листа, являющаяся одновременно и учебным заведением, и концертным залом. На фасаде расположена фигура самого композитора, первоначально основавшего академию в собственном доме. Вы знаете, что по венгерским правилам сначала всегда называют фамилию, а потом уже имя. Так что Ференц Лист для венгров Лист Ференц. Еще я вычитала, что при рождении имена дают из специального списка, и если родители хотят дать другое имя, то нужно его согласовывать в специальном учреждении. У меня нет знакомых венгров, поэтому я не могу узнать, правда это или нет, поэтому если вы эту информацию знаете, обязательно напишите в комментариях. Мы вышли на проспект Андраши, который очень часто сравнивают с парижскими Елисейскими полями. Это тенистая улица, по обеим сторонам которой расположены элегантные особняки с причудливой отделкой, большая часть из которых занята сейчас магазинами. Изначально он строился из практических соображений для разгрузки других улиц и в итоге стал центральной артерией города. А еще под проспектом проходит старейшая ветка метро конца 19 века, не только в Будапеште, но и на всем континенте. Отдельное удовольствие – неторопливо посидеть в кафе и понаблюдать за людьми. Свой вечер мы решили провести в уютном парке, который выглядит как часть замка, а все из-за этого здания. Этот замок как будто бы сошел со страниц какой-то сказки и имеет очень труднопроизносимое название. Vajdahunyad. Изначально был построен из картона для выставки, но он так полюбился горожанам, что в итоге его отстроили из камня, и теперь он радует не только местных жителей, но и всех туристов. Главная туристическая ошибка в Будапеште – ждать от этого места замка. Внутри расположился музей сельского хозяйства, одни чучела животных да техника, поэтому любоваться им лучше издалека. В городском парке есть очень интересная смотровая площадка, которая расположена на этом воздушном шаре. Он прикреплен к земле и поднимается только на высоту 150 метров, но тем не менее вид должен быть отличный. Купили мы билет, а ждать 15 минут, пока он спустится. Сейчас еще закатное солнце, поэтому думаю, что вид будет невероятный. Я всю свою жизнь мечтала подняться хоть раз на воздушном шаре. Я очень рада, что моя мечта наконец воплотится хотя бы в таком формате. Очень классное ощущение, немножко страшновато, но настолько потрясающий вид, просто невероятные эмоции, весь просто город перед тобой, это очень круто. Но ног практически не чувствуешь, потому что, блин, ну высоковато мы забрались, но это круто. Ну что, мы потихонечку начинаем садиться, нельзя уже менять свое месторасположение. Так что... Чем ближе мы приближаемся к земле, тем спокойнее, ты уже такой расслабленный. Но мне кажется, что сейчас ждет небольшая тряска, поэтому готовлюсь. Ну что, это было невероятно. Эмоций море. Был полный восторг. Очень круто. Всем рекомендую.
Я думаю, что на этой ноте мы будем заканчивать сегодняшний день. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И нас ждут еще масса приключений. Ну что, новый день и другой берег Будапешта. Сегодня мы будем изучать Будду. Как я говорила ранее, местность здесь холмистая, поэтому мы выбрали подняться наверх с помощью интересного транспорта. Это старейший фуникулер в мире, действующий сегодня. Он специально оставлен в ретро-стиле и имеет 2 вагончика, у которых есть даже свои имена – Геллерт и Маргит. Для подъема и спуска вагончиков используется специальная система тяги и противовесов. Этот вид транспорта пользуется большой популярностью по 2 причинам. Во-первых, он помогает быстро добраться прямиком к Будайской крепости. А во-вторых, позволяет наслаждаться чудесными панорамными видами на набережную Дуная, здание парламента и цепной мост Сечени. В теории звучит очень хорошо, но сначала нужно купить билет. Так, здесь уже все с билетами. Покупать их нужно там. Окей, thank you so much. Здесь тоже нельзя купить. Наконец нашли место, где можно купить билеты, но здесь уже стоит очередь, хотя время очень раннее. Hello, two ticket for one way. We have only 2-way ticket, Really? How much does it cost? 4,000. 4,000. 4,000 for one. Okay, 2 ticket, please. So 8,000. Yes. Грабительская стоимость, и нельзя купить в одну сторону, только в 2. Ну, не знаю, надеюсь, что впечатление получим невероятное. Все, захожу. Так, все круто, садимся. Мы поднялись. Я не в восторге от фуникулера, причем, во-первых, цена как-то, мне кажется, завышена, во-вторых, ты поднимаешь, наверное, секунд 10, вид открывается так себе, и намного даже прикольнее идти по лестнице, которая находится с правой стороны от фуникулера. Во-первых, ты можешь делать остановки на разных уровнях и наслаждаться действительно открывающимся перед тобой видом. И еще вот тоже такой интересный момент, вот мы поднялись, вокруг здесь какая-то стройка, такое ощущение, что строят новую какую-то достопримечательность, которая будет выглядеть как очень красивое старинное здание. И, наверное, большинство туристов вряд ли заметит разницу, да, и скажу честно, даже я, в большинстве случаев эту разницу не вижу, просто уже когда ты углубляешься, читаешь про что-то и узнаешь более подробную информацию, только в этом случае ты понимаешь, это действительно какое-то историческое здание, либо все-таки какой-то новодел. Ну, мы будем сейчас смотреть, что здесь еще интересного есть. Нашли карту, на которой очень хорошо прорисованы все достопримечательности. Мы сейчас находимся здесь. В этом районе идет масштабная стройка, и мы как раз направляемся в сторону Рыбацкого бастиона и будем проходить мимо очень красивых достопримечательностей. Так что вперед! Величественный собор Святого Матьяша является одной из главных достопримечательностей Будды. Он построен в редком для будапештской архитектуры готическом стиле и имеет неправильную прямоугольную форму, выступающей апсидой. Его история насчитывает более 1000 лет. Когда-то это была главная церковь Венгрии, в которой венчались короли и короновались последние правители Австро-Венгерской империи, а во время турецкой оккупации была главной мечетью. Здание собора неоднократно перестраивалось, разрушалось и подвергалось значительной реконструкции. Сейчас собор Святого Матьяша сочетает в себе музей, концертную площадку и действующую католическую церковь. Церковь производит сильное впечатление, особенно черепица, яркая, сочная. Видно, что недавно была реконструкция, и даже не мешает тот факт, что здесь большое количество туристов, которых привозят автобусами. Очень все симпатично, красиво, и, конечно, здесь уже чувствуешь, ради чего приезжают люди в Будапешт. Проект Рыбацкого бастиона принадлежит архитектору, который занимался реконструкцией церкви Матьяша во второй половине XIX века и задумал создать композицию, которая будет окружать церковь. Свое название Рыбацкий бастион унаследовал от существующих на его месте столетия назад торговых площадей, на которых рыбаки продавали свой улов. В итоге получилось красивое сооружение с налетом средневековья и отличной смотровой площадкой. Башни соединены между собой переходами, лестницами и очень напоминают декорации к игре «Монумент Валли».
Несмотря на то, что здесь находиться одно удовольствие, начинает сильно подпекать, да и количество людей увеличивается в геометрической прогрессии, поэтому идем в нашу следующую локацию. Людей действительно привозят партиями, так что лучше всего приезжать сюда максимально рано. Несмотря на то, что у нас билет оплачен в обе стороны, мы решили спуститься пешком. И скажу, что удовольствие получили мы намного больше. Во-первых, мы останавливаемся в каждом пролете, смотрим по сторонам, идем сквозь тенистый лесок и намного приятнее эмоции получаем. И скажу так, фуникулер – это одна из тех достопримечательностей, которая со стороны кажется намного круче. Сегодняшний день мы решили сделать менее насыщенным, чем вчерашний. И я думаю, это было правильное решение. В погоне за достопримечательностями можно пропустить то, за что я очень люблю путешествия. Возможность дать себе и своему организму перезагрузиться. Так что мы отправились в самую красивую купальню города. Фанатам Уэса Андерсона будет вдвойне приятнее находиться в купальнях аристократического отеля «Гилерт». Дело в том, что внешний облик отеля в фильме «Отель Гранд Будапешт» был создан на основе старинных фотографий отеля «Бристоль Палас» в Карловых Варах и отеля «Гилерт» в Будапеште. Строительство изящного здания в стиле модерн длилось 5 лет и завершилось в 1918 году. В отличие от более известных купалин Будапешта, в Гилерт неспешная атмосфера и нет бесконечного потока посетителей, которые спешат попасть в каждую купель. И мне кажется, Уэс Андерсон вдохновлялся не только внешним фасадом отеля, но и внутренним интерьером данных терм. После нескольких часов, проведенных в лечебных ваннах и как следует поправив свое здоровье, мы решили подняться на гору Гилерт, у подножия которой и располагается одноименная купальня. Подъем занял около 30 минут. По дороге встречались следы чьих-то посиделок. Несмотря на то, что виды открывались действительно завораживающе, расстроил тот факт, что Родина-Мать на сегодняшний день находится за колючей проволокой. К вечеру мы решили перебраться на другой берег по очень красивому мосту Свободы с колоннами, украшенными 4 турулами, птицами из венгерских мифов. И мост особенно прекрасен, когда по нему едет желтый трамвайчик. Мы пришли в место, которое славится тем, что здесь подают невероятно хороший гуляш, и тем, что на столе лежат орешки, которые можно щелкать и кидать шкурки на пол и есть. Причем интересно, что это арахис, он не обжаренный и на вкус немного отличается от привычного нам, который продается в пакетах. И любопытно, что вообще это место мы впервые посетили в 2016 году, когда были в Будапеште. И круто, что спустя столько лет оно не ухудшилось. Здесь полно людей, здесь по-прежнему крутая атмосфера. Но единственное, сейчас еще проверим, гуляш остался так же хорош, как и был, или нет. Вот и закончилось наше путешествие по Будапешту. Напишите в комментариях, какое место вам понравилось больше всего. Подписывайтесь на канал и самое главное, берегите себя и своих близких. До новых встреч. Пока-пока. One ticket, please. Waiting time 15 minutes. 15. One five. Not 15, а 15. Окей. Восторг уже полный. Ну, плюс в чем, что я ничего не ела последние 3 часа, поэтому я думаю, что я справлюсь. Не так страшно эти покачивания, потому что наверху было страшнее намного. Вот это как будто бы на качельке. Уже падать недалеко, если что, поэтому такой спокойный. Летишь туда, сюда. Круто.